Всем привет! Сегодня необычное кино. Сегодня меняем поршневую на тракторе МТЗ-80 Беларус. И не только поршневую, но еще и блок. Для этой цели приобреталась вот эта поршневая группа украинской торговой марки Форсар. Завод «Двигатель». При поиске поршневой я не встречал навязчивой рекламы вот именно вот этой поршневой группы, вообще деталей этого завода. Но зато на ютубе есть много отзывов реальных фермеров, даже с Молдавии. Ну, не считаем украинских, потому что это украинская поршневая, оттуда отзывы будут, но есть даже с Молдавии. Ну и, как показала практика, я смог найти ее и в России. И за адекватную цену я получил поршневую с инновационным покрытием, которое называется Protect Plus. Завод этот выпускает поршневые группы, помпы водяные для двигателей. В чем заключается суть инновационного покрытия поршня? Суть в том, что это, как утверждает производитель, это покрытие защищает поршень от перегрева, на 10% позволяет экономить на топливе и на 40% увеличивается ресурс поршневой. У производителя, то есть у завода, есть свой полигон сельскохозяйственный, где они испытывают всю свою продукцию перед тем, как выпустить в серийное производство. А это о чем-то говорит. И теперь на своем опыте мы узнаем, стоит ли доверять мнению фермеров на ютубе. Ну а сейчас я вам покажу комплектацию одного комплекта и будем переходить к сборке. К сборке-разборке трактора. Комплектация стандартная: гильза, поршень, набор колец, 3 кольца компрессионных, 2 кольца маслосъемных. Одно маслосъемное с замком, одно без замка. То есть это поршень на 5 колец. И поршневой палец, резинки уплотнительные и 2 стопорных кольца для поршневого пальца. Ну а теперь к сборке. Переносимся к трактору. Там уже масло сливают. Я сейчас гружу поршневую и поехали. Так, на улице морозяка. И снимать мы будем прямо в базу, в коровнике. А вот он хозяин этого агрегата, который сейчас увидите. А вот он сторож этого агрегата. Да, рыжий? Эй. Ну все, иди отсюда. Пошли до трактора. Сейчас мы его обдуем и начнем потихоньку разбирать. Все навесное оборудование будем снимать. Ну вот, вся эта гора запчастей, это все висит только на двигателе. Разбор продолжается. Потихоньку к вечеру раскидаем мы весело. Ну вот и настал момент. Приступаем к сборке. Новый блок. Новая поршневая. Сейчас нужно в блок первым делом ставить вот эти силиконовые резинки. Хорошо, что в этой поршневой силиконовые, не резиновые. Резиновые дубеют и лопаются, и начинают потом подтекать. Силиконовые держатся намного дольше и намного лучше работают. Да и вот на холоде вставлять их намного будет мягче. Так, вот, сначала смазываем резинки маслом. Первое дело — это масло. Везде, где вставляем, весь ремонт сейчас у нас будет с маслом. И теперь резинку сюда. Покажи, свети. Вот эти вот канавки, вот они, канавки 2. Вот сюда вставляем резинки. Вставляем так, чтобы они у нас не падали. А она у меня сейчас будет падать. Так, что там видно хоть что-нибудь людям? За твои руки ничего там не видно. Ну ладно, руку уберешь, будет видно. Сейчас.
Вот, вставил резинку одну, разгладил ее, все, она встала. То же самое делаем со второй. То есть сначала ставим дальнюю, нижнюю, а хотя без разницы, какую ставить. Главное не одну, а две, чтобы не забыть. И теперь вставляем вторую. Что, опять только руку мою видно? Ну, Еще меня слышно, да? да. Что, анекдот Сейчас уже рассказать? вот видно, что уже две резинки, там уже зелененькие силиконовые торчат. Руку уберешь, я ближе покажу. Вот так вот оно. Все, вон четко видно, вон они стоят. Так, дальше руки трем. Теперь мажем гильзу. Она-то, в общем-то, после упаковочной бумаги мазаная. Но все равно. Масла много не бывает. Да. В комментариях читаю. Один паренек пишет, тоже так, поршневую перебирали. А он же посмотрел, как вытащили поршневую. А где, говорит, отсюда медные кольца? Под гильзой же медные кольца стоят. Пишет, Их же там нету. это у тебя блок просевший уже воткнули, когда регулировали. А, вообще такое делаю, да? Да. И мне как-то на дытушке делали. Ну это уже когда уже печаль тоже, это уже крайне, Полная что можно печаль. Да, сделать. это когда уже жалко. Это ты не жмот для себя. А кто-то из фермеров жалеет для себя и начинают геморройничать. А сейчас у нас уже и специалистов нет. Так, и теперь начинаем легкими движениями. Это что такое? Ничего. Чтобы здесь чисто было обязательно, потому что гильза не встанет. Никаких вкраплений. Ёп, что-то попало. Полностью по кругу пройду. Да. Я сейчас гильзу упущу в солому. О, будет прикол. Так, все, чисто. И теперь стромляем легкими движениями. По идее, ее надо крутить. Опа! Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот гильзы и Без вставляются. всяких палок, ударов Да. и стуков. Не надо ничего в двигателе стучать. Все встает на свои места от руки. Так, ну и все. Дальше мы сейчас все 4 вставим уже без вас. А потом будем пальцы в поршня вставлять. Так, начали мы вставлять пальцы, шатуны. Для этого в одной стороне ставим стопорное кольцо. Дальше поршня симметричные полностью, без разницы какой стороной куда ставить. И поэтому мы просто взяли за отметку вот эту стрелку. Это значок, логотип. Короче, вот этот значок. И напротив него делаем шатуны, ставим с замками. Просто чтобы стояли, понятно, да, в один ряд, а не на блоке. А сейчас буду греть. И теперь начинаем прогревать это все. Дальше берем палец. Стрелка у нас здесь, значит замок так. И встромляем это все дело. Палец встромляем. И шатун на втулочку. Давай, втулочка, давай, давай. Давай, родная. Опа! И все от руки зашло. Все нормально. Село. А теперь стопорное колечко. Все. И вот он наш поршень. Замок, стрелка. Все у нас сошлось. И теперь будем надевать кольца. Установили мы коленвал. Установили мы распредвал. Шестерни все по меткам выставили. Шестерня топливного насоса по метке. Все тут по меткам. И закрыли крышку. Сейчас будем надевать кольца и встромлять поршня. Короче, ставим кольца. Только если будете ставить вот такой вот приблудкой, покупайте лучше другого образца, потому что вот эта хрень, как показала нам сейчас, размер в размер. И, короче, тяжело ставить.
кольца на эти поршня. Но сейчас будем, смотрите. Самое тяжело вот это нижнее, которое маслосъемное, без замка, без пружинки. Вот туда вниз оно ставится, вот сюда. И оно самое тяжело одевается. А вот эту хрень нам пришлось дорабатывать, допиливать, чтобы кольцо начало одеваться на поршень. Опа, вот оно идет размер в размер. И все, уже ручки сошлись. И я временами, наверное, царапаю поршень. Ёлки. Опа. Вот как-то так. Опа. Все, кольцо встало. Одно стоит меткой, логотипом к днищу поршня, то есть кверху. И так все кольца ставим. Но следующие идут легче намного. Вот это маслосъемное, оно потоньше. Оно идет полегче. Сначала ставим вот эту пружинку. Как оно там правильно называется. Дальше. Кольцо вот это ставим, чтобы вот этот замок на пружине не сходился вот с этим замком. То есть напротив. Сейчас у меня будет стоять кольцо вот так. Значит, замок вот сюда. И не напротив пальца. Ну, то есть вот так, правильно. Сейчас ставлю напротив пальца, а потом все равно развернем, и оно встанет с двух сторон, не напротив пальцев. Логотип не забываем. Или метку вверх, что у вас там будет написано. И теперь надеваем. Или одеваем, или надеваем, не знаю. Так. Так. А я не вижу ничего. Как-то так. Ой, ну и съемник, а. Такая какашка. Так, кольцо встало, пружина внутри. И видите, сейчас у меня получилось как раз, что пружина, она расщеперенная. То есть так и надо. Она не сжатая внутри, обжатая, она расщеперенная. И потом ее обожмет вот так вот. То есть все нормально пока. Но это не точно. Это мое мнение, что все нормально. Берем следующее, компрессионное. Логотип сверху. Трамляем. Блин, у меня руки дрожат. А дрожат, потому что шанс один. И колец запасных нет. И чё? Вот так. И вот так. И вот так. Все, сюда. Вот так, встромил. И теперь попускаю. И чуть-чуть поправляю. Оно стоит. Все нормально. Есть. Берем такое же самое. То есть два компрессионных одинаковых, а одно верхнее немножко другое. Так, вот он логотип. Встромлям. И ставим сюда его. Жек, ты прожектор наводи побольше. А то, может, не видно там чего-то. Так, тут вроде встал. А тут этим съемником вот так. Вот так, есть. 4 есть, осталось 5. Ищем последний логотип, а логотип у нас вот он. И даже если вдруг у вас попались кольца, если нет логотипа, смотрите на срез кольца. Здесь одна сторона будет 90 градусов перпендикулярная, а другая наискось. Все эти рисунки будут на обороте пачки всех колец, срезы. То есть все равно разобраться можно даже без логотипа, какой стороной ставить. Это вдруг какие-нибудь товарищи кооперативные забыли нарисовать. Или пожалели денег на покупку лазера. Ставим, ставим. Последнее уже проще должно быть. Опа. Опа. Все, кольца стоят. А дальше мы их уже при установке будем разводить. Вот так. То есть одно сюда. Палец так стоит. Одно кольцо сюда замком, другое сюда замком. Потом опять туда замком, туда замком.
Но, возможно, это не точно, опять говорю. Потому что что-то я вспоминаю, когда-то я слышал, что их надо разводить на 120 градусов. Но обычно делаем так. Туда-туда, туда-туда, на 180. Все, сейчас мы зарядим все 4 поршня. Так, первую гильзу мы уже под поршень вставили, потому что боялись опозориться, и поэтому без камеры потихоньку вставили. Вторая теперь, вот она смазана, все, мы смазали. Гильза, которая кольца обжимает, тоже смазали. Потому что обжимки, которые продаются в магазине, они не для этих поршней. Они вот такой ширины, пятое кольцо не захватывают. Видно там поршень? Видно, да? То есть вот такая обжимка, а это кольцо не захватывает. Поэтому придется Чуть-чуть ниже поршень. по старому методу через гильзу обрезанную и проточенную на конус вставлять. Так, стоять, вставлять. Выставляем же кольца, не забываем. Вот палец, поперек кольцо. Поперек кольцо. Так, теперь, где тут замок? Где тут замок? Его вообще нет. Вот он. Вот так, поперек. И теперь вот это вот сразу можно через одну поперек. Чуть-чуть ниже поршень. Угу. Вот так поперек. И вот это вот сюда. Вот так. То есть получилось здесь 2 кольца через кольцо с замками. И здесь 3 кольца через одно с замками. Пальцы у нас здесь. Все. И вот так мы теперь заряжаем гильзу. Стромляем. Стромляем. Ты сам мне сказал слово не русское. С меня будут ржать. Пусть попробуют поржать. У колхозников все слова русские. Вот, Так и теперь я сейчас, наверное, заберу у вас своего помощника. Короче, ладно, ставлю вот так. А ну давай, Жак, показывай тут. Сейчас. Так, и еще одно. Здесь уже без палки не обойтись. То есть продвигать поршень надо будет все равно. Подстукивать легонько. Да. Только не по поршню, а наставляем палку. И по палке уже долбесим. Так, последнее кольцо осталось. Не втыркнутое. Так. Вот уже надо подстукивать. Подстукивать. Мне нужен помощник. А ну давай, Жак. Че? А не знаю, что. Что ты мне сейчас сделаешь? Ай, одному хреново. Давай, короче, иди сюда. Бери палочку, молоток, пускай включено. Или вот сюда вот. Вот сюда. Там примерно видно будет, что мы творим. Ну-ка, пробуй по чуть-чуть. Ага. Вот сюда теперь. А теперь в середку давай. Подожди. Все. Так, где теперь там видно? Ну-ка, я покажу сам. Вот, видите, поршень начал вылазить. А вот эти прорези, это уже там стоит кольцо. Первое, маслосъемное. Все, поршень сейчас вот это вот вставляем в гильзу. И дальше потихоньку простукиваем. Наставляем сюда уже палку. И по палке стучим. А вот палкой прям сюда стучать нежелательно. Так, дальше, что там? На блок надо навести. Опа. Как-то так. Вставляем второй поршень. Замок. Так, замок теперь у нас. Насос. Какой надо замок? Еще не вставил этот клавиш. Их заранее вставлять и не надо. Пока вставляешь, они вылетают. Вкладыш стоит. Сейчас я его подмажу. И теперь, как говорил, насос здесь. Сверху у нас замок. Вот он замок. То есть замком кверху вставляется все это. И все. А помощник там ловит. Так, давай мне теперь инструмент. Опа. Хотя не, иди сюда, долби. Там рано еще, да, все равно? Рано. Рано, давай.
А не зайдешь с моей стороны? Так сейчас не видно, на камеру вообще ни хрена. Давай. Смотри, до пора. А то сейчас там и направляю эти болты, мимо пойдут коленвала. Все четко, ровно идет. Чё, Вообще не прокрутился как положено. Вот так, болтами четко на шее. Да? Да. Непонятно. Ну давай. Болтами на шее. Как это? Как положено. Уже между шейки болты. Ну посмотри. У меня уже почти съем. Ну, они уже прошли еще где-то Чуть-чуть, 4-5 сантиметров и уже кладешь все. Сантиметров или миллиметров? Сантиметр. Все, стоп. Не, еще чуть-чуть давай, чтобы мне гильзу снять. Вот, все. Вот так. А теперь иди, направляй. Вкладыш. А тут осталось тебе полмиллиметра стукнуть. И все, да? Ну, уже почти на месте. Может, подтянем? Ну ладно. Все, оно уже соприкоснулось. Все. Так. Вот так он сейчас выглядит у нас. И также стоит второй. Вот этой вот меткой, стрелкой, которую я говорил, кверху. Вкладыш замком кверху. И там сошелся на коленвал. Сейчас покажу. Вот так вот оно выглядит здесь уже изнутри. То есть вот он первый стоит у нас, уже затянут подушка. На ютубе, смотрю, называют крышками. Ну, крышка, да, это крышка. И осталось нам тут же крышку поставить, затянуть. И будем ставить вот эти два. Ну, это уже тоже без вас. Главное один поставить. Кино не развлекательное, а так может просто кому-то пригодиться, кто-то ищет информацию. Вот, поставили мы второй. Ну вот он и третий на месте. Остается четвертый. Один он скучает. Ну вот они, все четыре. Стоят, все крутится, все работает. Все нормально. Ничего не скрипит, а это в тракторе главное. Ну и вот так он выглядит теперь снизу. Поставили его на попа. Протянули крышки шатунов. Ссылку на YouTube канал этого завода, у которого я брал эту поршневую. И также и ссылки, если надо будет, спросите, ссылки на продавцов, где можно купить в России, например. Потому что на Украине купить есть сайт, а в России нужно будет, наверное, напрямую у продавцов искать. Короче, ссылки все будут в описании. Где найти и плюс видео. Вот на этом я буду уже заканчивать свое видео. Поршневая собрана. Осталось головку поставить. И собирать по чуть-чуть двигатель. Но это уже не войдет в видео, потому что работы с трактором еще много. Еще промежутка у нас менять надо. Потому что вот здесь вот у нее есть трещина. Промежутка уже лежит. Все, будем менять. И плюс еще в коробку решил хозяин слазить. Пока зима, более-менее настроить трактор. А так как такое видео получится очень длинным, поэтому на этом всем пока, до свидания, удачи, здоровья, до новых встреч.